Немного расскажу, как я добирался до России из Латвии. В Риге я был примерно в обед, и мне пришлось через всю Ригу, потому что никто не тормозит, идти пешком. Я до конца Риги шел сутки, в общем, уже не знаю, никто не тормозит. Смотрю, какие-то на трассе стоят бабочки ночные. Я спросил, где тут дальнобойщики стоят или что-то такое. Одна там куда-то улетела сразу. Другая там тоже ходила, ой, из-за тебя пропустила клиента. В общем, я ей рассказал, что там бомж и автостоп, спать негде. Потом она, уходя, уже обернулась, говорит, что действительно спать негде. Я говорю, да. Она говорит, едешь 2 остановки на автобусе. Я говорю, денег нет, зайцем едь там. И будет шиномонтажка. 8 часов там уходит хозяин, и там стоит небольшая фура, грузовичок. И прицеп, в общем, открытый. Говорит, можешь открыть его, там какие-то ботинки выкинь, их что-то какую-то херню мне несла, но она, по-моему, наркотики тоже принимает. Говорит, можешь там поспать, отопления нет, электричества нет, но хотя бы что-то. Я так и сделал. Этот прицеп оказался, там какие-то шмотки старые, бутылки валяются, писаниной воняет. Я постелил это пальто и лежал на полу, мерз. В принципе, я даже не поспал, потому что холодно было. Лежал, в общем, и дрожал. И в 4 утра примерно я уже ушел, потому что мало ли там хозяин, и не хотел проблем. Стоял на остановке, там осветало тогда только к 7. В общем, я до 7 ничего, там шлялся где-то. Уже по сало спился. И, можно сказать, с 5 утра, 12 часов я добирался до границы. Никто не тормозит. Это 2 дня я добирался 250 километров. Ужасные дороги. Вдоль дороги мусора много, я удивился. У всех дорогие машины, и никто не останавливается. Вообще, 1000 машин и никто. Еле до границы дополз. Был там часов 6. Уже думал идти к городу, начал идти час. Не час, я минут 40 прошел. Смотрю, собаки какие-то. Начинает темнеть. И уже начинался дождь, как всегда. Я решил, я там видел такое деревянное строение, как беседка. Решил вернуться туда, это около границы, сидеть там. Посидел там, попросил в магазине, хотел булочки какие-то попросить. Ладно, попросил просто горячей воды. В термосе сделал себе гречки. И каких-то 2 молодых дальнобойщика сели там по баночке пива пить. Я услышал Псков там что-то. Я спрашиваю, кто-то едет? Он говорит, да, я еду с утра, неизвестно когда, завтра. Я говорю, мне надо было уже раньше, у меня время поджимало. Думаю, ладно, придется самому как-то. Сидим, я там гречку эту ем, обжигаюсь. У меня потом дней 5 язык обожженный болел. И они такие, кто-то поехал, из них груз дали напарнику, тот, который на Питер шел. Я так, можно мне с ним? Они, сейчас договоримся. Подъехали, мужик, да, не проблема. И я так, хорошо. А он ехал там до Луги. Рядом с Псковом, рядом с Великим Новгородом. Там мне как раз, уже там подъезжая к высадке, остановились в кафе. Накормил меня. Я там за 2 дня почти ничего не ел, так я как голодный, там вообще позорище ел. Купил мне 2 пачки сигарет, дал 500 рублей, еще. Я приехал в Великий Новгород, меня подвезла женщина тоже. Долго я стоял там, в этой Луге. Перед этим я еще сидел на заправочной станции, там и кафе, Нестле, или Несте, как ее там, Нестле. 5 часов там сказали, не, без проблем. Я потом уже говорю, можно там я побреюсь, голову помою? Да, иди, ладно. Хотя бы хоть человеком выглядеть. И потом меня женщина до Великого Новгорода довезла. Я из этих 500 рублей потратил на автобус немного. Приезжаю, говорю, мне Медвежьегорск или Петрозаводск поезд, потому что я уже решил, нафиг на поезде поеду. Это не было времени уже просто. Она говорит, на Медвежьегорск вот только что ушел, на Петрозаводск столько стоит. И у меня не хватает там, рублей 60-80, не знаю. Я говорю, дайте станцию
до Петрозаводска. И там какая-то станция Среть, что ли, Среть. И, в общем, я беру этот билет, когда ехать, в 5 часов. И, короче, я сижу 8 часов на вокзале. Уже охранники там смотрят на меня с этой сумкой, как на, не знаю, террорюгу. Не знаю, для кого сделаны такие поезда, когда приезжаешь в 12 ночи, Петрозаводск, непонятно. Ну, сажусь я в поезд «Ласточка», еду, думаю, блин, надо... А мне потом, если с этой Сретени, или как ее там, надо 250 километров по каким-то вообще там лесам, морям добираться до Петрозаводска. Там поезд по прямой идет, а дорога корявая, в окружную. Думаю, может просто заснуть, как бы я проехал. Потом подумал, что без проблем, не хотел. Думаю, пойду я просто спрошу у кондуктора, можно ли проспать. Одного спросил, он оказался охранником, отвел меня. При всех, все так смотрели на меня, как, не знаю, на бандюгу. Отвел меня к машинисту поезда. Я объяснил ситуацию, говорю, вот так не хватило чуть-чуть, там надо доехать. Он говорит, типа, не будешь этим больше пользоваться, ну, в корыстных целях? Я говорю, не, один раз, первый раз, и противогаз. Он говорит, ну ладно, типа, едь. В общем, повезло мне, я доехал, там, потом уже в конце тоже с кондуктором одним, с парнем познакомился, потрещали классно, обменялись там сувенирами. А по дороге я еще, начал звонить, точнее, скидывать гудки там товарищу из Петрозаводска. Он откликнулся, приютил меня, и повезло мне, я хотя бы не в подъезде спал. Да, Кирилл, спасибо очередной раз. С утра я должен был дождаться человека, и мы должны были заселяться уже в Петрозаводске в съемную квартиру. Человек не смог приехать. Медвежьегорск, что делать? Ну, в общем, я в попыхах собираюсь, начинается зима, снег, в общем, валит по полной. Слякоть, лужи, все как надо. Я еле там за час добрался до конца Петрозаводска опять, как всегда. Дальше не важно, в общем, до Кондопоги я как-то добрался 60 километров за часа 3. И потом мне оставалось 100 километров. Идет снег, у меня пар изо рта, +2. Стою еле, уже дрожу по полной программе. Остановилось 3 машины, но все едут в Кондопогу. Я уже думаю, там поворот сразу. В общем, я побежал туда наверх, на мост, чтобы уже быть хотя бы точное направление. Я там нормально так шел, уже вокруг лес, ничего, снег идет. Холод адский, я уже просто иду, дрожу, уже распрощался со всем, что было. Уже думал, все, там останусь, серьезно. Уже все проклинал, все, я думал, реально там останусь в этом лесу, замерзну и все, никто не тормозит, просто всем наплевать. Ну и вдруг на Subaru останавливается пожилой мужчина, и он едет этих 100 километров куда мне надо. Я сажусь, отогреваюсь, он мне там, вон хлеб возьми, сардельку, и спас меня, реально спас. Довез меня прям куда надо. И мы сразу отправились в Петрозаводск обратно. Но там повезло, уже темнело. Думали уже в подъезд идти, потом носки мои выжимать. Все ноги мокрые насквозь. Но повезло, через полчаса подъехал джип, Мерседес. И мы благополучно доехали куда надо. Там, конечно, тоже походили по Петрозаводску много. Нам не открывали двери, мы вернулись к Кириллу, но потом позвонили, мы приехали туда, и следующее видео вы уже видели там. Вот такая история. Сейчас весело рассказывать, тогда было не весело. 1000 километров я ехал 4 дня, ужасных 4 дня.